Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о якорях, которые устанавливаются на сами символы диакритики, и о выражениях для центрирования этих якорей. Диакритические знаки, которые мы рисовали с вами в отдельных ячейках, тоже должны иметь якоря, для того, чтобы можно было их совместить в комбинированных буквах из компонентов A-circumflex, A-tilde и так далее. Поэтому, чтобы назначить якорь на диакритический знак, нам нужно его открыть. Выбираем circumflex для примера, он у нас симметричный, поэтому с ним будет проще всего. Открываем его, и что мы здесь видим? Мы здесь видим вот такой глиф. Я рядом открою букву А, латинскую. Мы в нее уже поставили вот этот вот якорь. Теперь нам то же самое сделать нужно здесь. Что мы делаем? Мы точно так же вот этой пользоваться не будем. Выберем глиф, добавить якорь. И что произошло? Он у нас сразу автоматически поставил якорь. Не совсем удачно, но посередине. И сразу дал ему правильное название. Топ с нижним подчеркиванием. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот здесь FontLab совместил якорь под названием топ вот с этим якорем. Если мы здесь поставим название тоже топ без нижнего подчеркивания, это будет как бы два равнозначных якора, и FontLab не сможет их совместить. Поэтому здесь нужно нам обозначить, где главный якорь, а где, скажем так, второстепенный, который приклеивается к главному. И вот чтобы его обозначить, для этого нужно поставить перед ним вот такое нижнее подчеркивание. В общем, нам его нужно правильно спозиционировать, но в первую очередь он должен быть на том самом уровне, что и главный якорь. Поэтому мы его поднимаем до высоты прописных. Если бы это были строчные, они бы находились ниже, на уровне 500. Вот, ну и середину нам нужно поставить, поэтому я здесь тоже пишу центр, вставляю. Здесь у меня поменялось название. В панели нот я тоже вижу, точнее в панели якоря я вижу его. Вижу, что у меня здесь к нему применилось выражение. Вот так это вот раздвину, а это можно будет задвинуть. И вот здесь мы можем с вами видеть все его характеристики. Точно так же можем здесь все это скопировать на другие слои. А здесь мы сделаем вот что. Мы просто жмем Ctrl-Y, либо просто можем нажать вот сюда. И у нас якоря скопировались во все мастера, сразу с выражением, строго посередине он стоит. То есть все окей, правильное название, правильное совмещение. И вот теперь, когда мы с вами посмотрели на него здесь, было бы здорово это увидеть в своего рода превью того, как бы это выглядело вживую. Потому что, допустим, мы сейчас с вами еще не определились с тем, как конкретно должен выглядеть этот circumflex. И хотелось бы понять, как бы он выглядел вживую. Создавать новый символ нам пока не нужно. С объединенными компонентами все это мы разберем попозже. Но можем как бы виртуально их совместить. Для этого нам нужно нажать на вот эту кнопку, нажимаем на нее, и он у нас переместился. То есть по факту у нас все еще до сих пор разные компоненты, разные глифы. Но он как бы виртуально собрал все вместе. Теперь мы можем его уже рисовать, ориентируясь на то, как бы он выглядел в готовом варианте. То есть, допустим, я могу здесь вот так сделать его пошире, потому что мне кажется, что он недостаточно широкий, или наоборот, его сделать поуже. Ну, то есть идея в том, чтобы, включая вот эту клавишу, мы как бы имитируем создание вот этого нашего компонента в виде собранной диакритической буквы. Вот, отключаем его, и все возвращается на место. То есть, когда у нас чередуется символ с якорем главным, и следующий за ним идет символ с диакритическим знаком и второстепенным якорем, они могут вот так вот совместиться. Если рядом у меня будет там еще какая-нибудь буква А, то он все равно у меня совместится только с предыдущей. Вот это вот очень удобная штука, когда вы рисуете только диакритический знак, вы можете виртуально их вот так совместить. Но при этом у нас тут что-то происходит непонятное. Вроде бы тут все хорошо. Тут тоже хорошо, а тут почему-то начинает уезжать. Но это уже скорее такие условности и недостатки. Но опять же, это же только имитация в финальном компоненте, когда мы совместим их. Такого не будет происходить, но когда мы рисуем в статичном вот таком положении, они у нас стоят как нужно. Вариативность не работает, но это уже как бы погрешность какая-то. В общем, отключаем это все. И если мы это отключаем, здесь у нас все, конечно же, нормально работает. В общем, для того, чтобы совместить, мы можем с вами нарисовать
якоря в двух символах, и потом уже их в отдельном символе можно собрать. Но в дополнение к этому можем использовать не только выражение центр, но и выражение ширины вот этой ячейки, поделенная пополам, умноженное 2 или еще что-нибудь. Ну, допустим, я вот выберу, здесь у меня центр стоит, символ у меня симметричный. Если я вот теперь здесь поставлю какое-нибудь значение, ну, допустим, ставлю 20, здесь тоже будет 20, вот он у меня по центру стоит. Поставил здесь 30, оно у меня совместилось. Мы на него наведем, и вот здесь он мне показывает примерно одинаковое значение. Он стоит по центру. Почему по центру? Потому что он использует в качестве центра сам рисунок вот этого глифа. Если я даже поставлю побольше значения, он у меня все равно находится ровно посередине вот этой фигуры. Но если я поставлю здесь 20, снова посередине всей этой ячейки я напишу здесь выражение. Можно даже вот что сделать. Я сделаю второй якорь, и я его смещу вниз, чтобы все было по нему видно. Вот у меня два якоря. У меня не очень симметричный символ, поэтому я его вот так делаю, чтобы у меня все было ровно посередине. Проверим. Раз, два. Проверяем. Все, теперь у меня 200. Почему 201? А, вот почему. 20. Вот 200. 200. Все одинаково, ровно посередине этого диакритического знака. Вот здесь у меня выражение центр, а вот здесь я сделаю выражение вид, поделенное пополам. И оно у меня тоже посередине. И вот тут у нас принципиально есть отличие. Зачем нам два одинаковых результата разными путями добиваться? Если мы, допустим, сейчас вот здесь добавим, оставим, например, 60, то есть несимметрично сделаем опроши, то мы увидим, что вот это у нас стало ровно посередине вот этой вот площадки, а вот этот стал посередине вот этого объекта. То есть принципиальное отличие выражения центр от выражения ширины, поделенное пополам, в том, что за основу для расчета выражения ширины берет ширину самой площадки, на которой находится буква. А вот выражение центр берет за основу середину любого объекта. Ну, любого количества объектов, просто берет их посередине, между ними ставит. Если я даже поставлю здесь отрицательное значение, то это все равно у меня будет ровно посередине вот этой площадки, а вот это у меня будет посередине вот этого объекта. Это важно учитывать, когда мы с вами делаем якоря, например, для буквы Dotlist J. Почему? Потому что она у нас имеет вот такой хвостик снизу, и мы не можем метрики поставить симметричными, потому что она у нас будет широкая. К этому мы еще с вами вернемся, но я так вот вкратце рассказываю. Поэтому, как правило, я использую любое из этих выражений в зависимости от ситуации. Если симметричный и approach, и объект, то можно любой из этих двух использовать. А вот если у нас есть какая-то несимметричность, то тут, конечно, уже надо работать с этим более детально. И плюс ко всему, если мы, допустим, сделаем здесь симметричное, ну, неважно, я могу дополнительно сделать какие-то изменения в этом выражении. Например, я могу сделать вот так. Возьми среднее положение между шириной этого объекта и вычти из него 20. И вот он у нас сместился. И теперь на второй я сделаю так же. Сделаю минус 20. И вот он стал так же. Если я вот здесь сделаю опроши какие-нибудь другие, допустим 60 тоже, здесь та же самая история. Вот этот вот берет за основу центр, но вычитает из него 20, поэтому смещается на 20 юнитов. А здесь он берет ширину вот этой площадки, делает середину и смещает ее на 20. Получается слева 200, справа 240. А здесь 220, 220, потому что мы сместили вот здесь на 60, ну, допустим, я сделаю 90. Вот здесь уже неравномерно. Ну, в общем, вы поняли, в чем принципиальное отличие двух этих выражений. Здесь это очень важно, когда мы с вами рисуем более сложные глифы, несимметричные. Когда мы рисуем символы симметричные, то там выражение центр или ширина, поделенная пополам. Вполне уместно и подходит, хорошо работает. Но если мы рисуем какой-то несимметричный символ, там эта история уже нам не подходит. Поэтому, если мы посмотрим, например, на Acute Case и откроем его, то мы добавим сюда якорь с симметричным выражением
центр. Центр. Мы получаем результат не самый наилучший, поэтому если мы поставим букву А и попробуем их совместить, получается вот такая вот кривая штука. Почему это так смещено? Потому что здесь выражение нам уже это не подходит. Поэтому здесь выражение я удаляю и вручную позиционирую так, чтобы, например, это было посередине вот этой вот части. Это уже чисто визуальная штука, и здесь, конечно, придется это контролировать. Если мы вдруг что-то изменим, нам нужно будет все это подровнять. И теперь проверяем, и теперь у нас позиционирование достаточно хорошо получилось. Можно даже немного вот так подвинуть, но это уже нюансы. В целом, идея в том, что выражение это очень удобно, но не всегда это работает. Поэтому тут уже по ситуации вы действуете, смотрите, и когда я его скопирую на другие слои, мне там тоже каждый из этих якорей в каждом мастере нужно будет подредактировать. И в дополнение к этому посмотрим на противоположный грейв, который по сути является просто автолейером, который у нас зеркалит содержимое. Причем зеркалит это так, что у нас с вами и якорь зеркалится в том числе, что безумно удобно. Хотя в финальной версии нашего релизного шрифта мы это выражение разберем, потому что нам для хинтинга нельзя использовать всякие эти зеркальные перевернутые варианты. Но на этапе вот такого простого проектирования нам вполне подойдет и вот такое автоматическое выражение, которое вот просто вот так уберу сейчас, сделаю вот так. Но если я поставлю здесь тильду, которая зеркалит его по горизонтали, нас это вполне устраивает и вполне хорошо работает. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.